Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня небольшие размышления вслух. Вполне возможно, что и вам они будут полезны. Очевидное, но неосознаваемое. Очевидное в том, что все мы являемся единым целым. И нет между нами никакой разницы. Если не навешивать названий, если не присваивать некие таблички, то, скорее всего, большинстве из вас не смогут определить, казалось бы, простые и элементарные истины. Если вам показать человека без таблички, вы не сможете определить, кто этот человек, откуда он родом, какая у него так называемая национальность. Это очень сложно. Когда тебе показывают человека, и получается такой большой разбег, что не определить, кто этот человек. Я с этим столкнулась, когда запрашивала информацию по составу команды, с которой я сюда заходила. И это было очень довольно-таки нервный просмотр, потому что когда тебе показывают человека, и ты не можешь определить, кто этот человек, где он находится, откуда он родом. Потому что по внешнему виду и по тем стереотипам и шаблонам, которые нам навязывают, по внешним характеристикам, так сказать, по внешним особенностям, получается довольно-таки большой разбег. Когда ты смотришь на человека и думаешь, это кто? Это индус, это американец, это индеец, якут. Кто это? И определить очень сложно. И я хочу сказать, что так было вообще со всеми теми, кого мне показывали. Потом я думаю, пойду я другим путем. Посмотрю местность. Но оказалось, что с планетой та же самая история. И если не навязывать таблички, не навешивать таблички, и если убрать картинки так называемых достопримечательностей, которые разрекламированы повсеместно, то все очень похоже. Горы, реки, озера, скалы, моря, океаны, что все очень схоже. Но потом, когда мне действительно стало смешно, когда я посмотрела на себя в зеркало, я подумала, что вот кто-то из них, запрашивая информацию, глядя на меня, точно так же не сможет определить, кто я, где я, откуда я. И это очевидность, но не осознаваемая очевидность. Мы в своей данности являемся единым целым. То есть мы земляне, мы представляем жителей планеты Земля. Мы земляне. И между нами нет никакой разницы.
Нет никакой разницы между нами. Все то, что придумано, все ударились в какую-то поиски некой идентичности. Но это тупик. И опять-таки, это очевидно, но мало кем это осознается. Куда ведет эта идентичность? В какие фантазии? В землянку? Куда? В лес ходи, листом подтирайся. Куда это ведет? То есть это тупиковая, фантазийная крайность. Опять-таки, почему фантазийная? Потому что вся история — это одна сплошная небылица, придумка, ничего общего не имеющая с истинными событиями, происходившими на данной планете, данной Солнечной системе, данной галактике. И если каждый из вас об этом задумается, я думаю, мы быстрее придем к истокам, да, к своей целостности, как представителей, жителей данной планеты. Еще чем бы мне с вами хотелось поделиться, это выводами, основанными на наблюдениях, на приобретенных знаниях и опытах. Что такое возрастные изменения физического тела? Вранье. Никаких возрастных изменений физического тела не существует. Существует некая трансмутация физического тела, которая происходит подстраиваясь под изменения энергетического состояния человека. То есть все на самом деле очень, с одной стороны, просто, с другой стороны, очень сложно устроено. Как это происходит? Это происходит потому, что когда человек, так скажем, взрослеет, он приобретает, цепляя на себя определенные энергокоды. Ну, мы жили в темных условиях, и все, в общем-то, понятно, да, что мы с вами цепляли. Цепляли низковибрационные, разрушающие программы. То есть мы все знаем с вами поговорку, не знаю, правило, что это: в здоровом теле здоровый дух. И я думаю, это то, что нам оставили как некое напоминание, да, как ключ, который каждый может либо использовать, либо не использовать. Итак, течением жизни световой код человека, он меняется, то есть происходит замещение. Я об этом подробно рассказывала, как вообще происходит нарабатывание вот этого скафандра. Но дело в том, что когда этот скафандр становится преобладающим над той световой составляющей, тогда происходит сначала изменение в природе самого человека. То есть человек становится из источником, он
превращается в не антиисточник, а он становится паразитом. И это является осквернением физической оболочки. И в такой оболочке дух находиться не может. То есть при этом дух покидает физическую оболочку. То есть здесь происходит перерождение. И оно происходит именно сначала на энергетическом уровне. То есть происходит замещение. Преобладает в таком человеке, начинает та личина, которая образовалась вот из этого скафандра, да, там есть и, в общем-то, наработки какие-то, страхи, ну, в общем, кому интересно, тот посмотрит, я думаю, разберется. И этот человек, он, ну, как бы превращается не то чтобы в биоробота, нет, он меняется, то есть он, скажем так, падает, да, падает. Понижается очень сильно. Но не могу я подобрать сейчас слов, как будто бы все повылетало, да, из головы. Но речь не об этом. Так вот, у такого человека с такими энергиями тело начинает подстраиваться под его энергии. То есть первоначально это энергия. Материя, она вторична. То есть материю формирует энергия. И именно отсюда складываются так называемые возрастные и все остальные изменения, которые каждый из вас может наблюдать, глядя там на людей. Человек может поменяться при этом кардинально, да, то есть видоизменения физического тела могут быть кардинальными. Но это я вам рассказала как бы худший вариант, да. А вообще в целом в среднестатистическом, да, вот эти все возрастные изменения, это как раз вот эта деградация энергии, отражающаяся на видоизменении физического тела. Но дело в том, что все обратимо, ну, до определенного момента, да, то есть если до того, как человек, тело, то есть считается оскверненным, то там уже необратимо. То есть если дух покинул тело, то, в общем-то, там уже все. Но при этом ту личину там волновать этот процесс обратный, конечно, не будет. Поэтому мы не будем об этом говорить. На какой бы стадии как бы вот этих вот изменений физического тела, да, то есть не находился человек, если он осознается, если он, как бы начиная работать с собой на повышение вибраций, занимаясь своим духовным состоянием, тогда эти процессы, они обратимы. Здесь начинает все отматываться в обратную сторону, в обратном направлении. То есть как клубочек разматывается. И это сложно. Это сложно. То есть когда показывали, что люди перестанут стареть, так скажем, да, люди перестанут там болеть, люди перестанут умирать, конечно, там несколько лет назад это выглядело чудом. Сейчас это как естественный процесс. То есть, когда ты разбираешься в вопросе, почему и как это происходит, тогда это чудо становится просто техническим программным обеспечением, которое, в общем, вполне понятно, как
оно работает. И здесь происходит отматывание. То есть, как и сейчас в целом происходит повсеместно. Не только в каждом человеке, осознает он это или не осознает. То есть, если человек не осознает, но он принимает, да, я об этом тоже говорила, что если человек не осознает этого процесса, но у него есть и стоит, и включена, и она будет работать у человека, вот эта программа возраста, программа старения, принятие вот этой вот концепции, она будет работать. Человек в любом случае будет видоизменяться, потому что у него есть эта программа. Но когда человек понимает, что все работает у него так, исходя из тех базовых программных загрузок, которые в нем есть, и он может это все переформатировать, он может это перестроить, то, соответственно, он будет это перестраивать, и он может, избавляясь от одной программы, загружая другую программу. Сейчас происходит так с планетой, сейчас происходит в целом так с человечеством. То есть идет вот эта вот перезагрузка и отмотка, очищение старых ложных программ, разрушительных программ на раскрытие истинных программ. Программ любви, программ единства, программ радости, программ красоты, здоровья. И процесс этот болезненный. Ну, то есть, как если вы видите, что сейчас происходит вокруг, да, я не призываю вас включаться в это, то, что происходит вокруг, но если вы видите, что происходит вокруг, то же самое происходит с человеком, когда он запускает эти процессы. То есть, если совсем просто сказать, то есть человек начинает как бы болеть всеми теми болячками, которые у него были там за его жизнь, в течение его жизни, а эти болячки, они начинают приходить только в обратном порядке. В обратном порядке, как бы вот как оно шло, цеплялось, активировалось, так происходит обратное. Так происходит обратная вот эта вот отмотка, как она шла. И это процесс болезненный, это процесс неприятный, ну, сам по себе, да? Сам по себе. Но все в ваших руках. Все в ваших руках, и чем осознаннее, чем серьезнее вы будете к этому подходить, ответственнее к самому себе, тем выше, больше будет ваш результат, и тем больше вы будете это ценить, и все больше вы будете раскрывать вот этот внутренний свет, красоту, силу и связь с высшими аспектами самого себя. И, конечно же, при такой работе будут даваться ресурсы. То есть вас как перспективного будут добавляться вам энергии. Они в любом случае будут добавляться, да, то есть это некий такой автоматический процесс, когда ты очищаешь место, и появляется у тебя как бы свободное место, оно заполняется либо раскрывающимся светом, либо тем светом, который идет как бы на твой свет, да, то есть с чем у тебя этот свет начинает резонировать с себе подобным. И это наполняет и заполняет вот эти вот пустоты, потому что здесь обязательно нужно понимать при такой концепции, что если ты от чего-то как бы освобождаешься, то ты обязательно должен сделать некое такое как бы замещение этого, чтобы не было пусто, да, чтобы на эту пустоту нечто странно неприятное туда не заперлось, да, на эту пустоту. И ограничений в этом нет. Никаких. Это
доступно, это подвластно абсолютно каждому, кто готов, кто хочет. Но, конечно, это не происходит вот так. Ничего так не происходит. Но, во всяком случае, в данных условиях, в которых мы находимся сейчас, да, это будет происходить гораздо быстрее, гораздо легче. Кстати, здесь я могу вам еще сказать, что есть такие программы, то есть вы эти программы, вы все уникальны, и пропуская каждый через себя вот эти вот информационные светокоды, вы, преломляя их, делаете для себя какие-то очень удивительные открытия, выводы, каждый из вас в отдельности. Так вот, есть такая программа, когда вы можете заказать с минимальным усилием получать некий максимальный результат. Да? Но вы должны понимать, что каждая программа, она требует энергии, то есть она требует прописи, записи. И как это делается через ваше внимание. Ну, я думаю, те, которые в теме, они, в общем-то, понимают. И опять-таки, это не только программы. Когда вы заказываете себе такой путь, то есть ставите перед собой такое намерение, как правило, вам нужно сначала дисциплинировать себя. Почему? Потому что это требует и потребует отказа от чего-то, то есть изменить свой привычный образ жизни, изменить свою культуру питания. Да? То есть здесь сначала нужно дисциплинировать себя, а дальше, когда вы себя дисциплинируете и немножко подчиститесь для того, чтобы осознавать, слышать потребности своего тела, которое будет в соответствии с вашим заказом, что-то у вас, в общем-то, просить, да, вот тогда вы сможете лучше понимать, что говорит вам ваше разумное, ну не разумное, может быть уникальное ваше тело, да, физическое, чего оно у вас просит. Это тоже очень интересная тема. То есть, когда меняется ваш световой код, тогда под этот код меняется физическое тело, поскольку все соответствует и все должно соответствовать. И это тоже некая программа и установка. Но вообще это как бы закон Вселенной, что вверху, что то и внизу, да, все, в общем-то, подобно. То есть энергия, она соответствует материи, потому что материю сотворяет энергия. А почему я говорю, что опять-таки нужно это перепрописать? Потому что как бы раскрыть эту программу, она есть, но она может быть загажена какими-то ложными, да, какими-то разрушительными установками, поэтому ее нужно освежать и раскрывать. То есть, друзья, вы выстраиваете не только сами себя, свою жизнь, все, что вас окружает, и все вам подвластно. Меня тут отвлекли, у меня опять кошка окатилась, у меня тут уже целая звероферма, кому-нибудь котята нужны, бандиты беспредельничают.
Что еще ценным я хочу с вами поделиться? Это тем, как сейчас выстраиваются энергии первоначала мужского и женского. Это настолько просто, настолько очевидно, и это очень красиво. Когда возникла вдруг тема вот этих пар, которые сюда заходили, в последующем эту тему все больше раскрывали. То есть это как бы изначалье самое. И от того, как это выстраивается, то есть это некий такой костяк первоначала. И взаимодействие как человека, в котором есть и мужское, и женское, и выстраивание взаимоотношений личных, как любовных отношений, как дружеских отношений, как семейных отношений, оно будет меняться, выстраиваться. То есть каждый, в первую очередь, выстраивая себя и настраивая себя на вот этот стройный струнный лад первоначал тех, которые находятся в каждом человеке, тем самым меняя свое общий фон, будут притягиваться к своим. И кто они, где они, это вы должны понимать, что это некие навязанные шаблоны. И нет в этом ничего сверхъестественного или чего-то невероятного, как бы вам это ни казалось. То есть вы должны понимать, что есть ложные установки, ложные программы, а есть то ваше внутреннее состояние, которое вы чувствуете, которое вы отслеживаете у себя. И с какими людьми вы себя ощущаете. Главное, что сейчас, когда рухнули все, скажем так, преграды, да, то есть перегородки, которые отделяли, которые закрывали, которые тормозили, которые все от всех укрывали. То есть все стало, вот это многомерие, оно открыто. И вот в нынешнем таком состоянии каждый из нас, каждый из вас в ментальном плане вы уже связаны, то есть вот эти вот связи, они проявились. И вы стали друг для друга, мы стали друг для друга, да, для своих. Мы стали проявлены. И эта связь, она только укрепляется и растет. То есть каждый из нас уже на данный момент, на здесь и сейчас, осознает он или не осознает, взаимодействует со своими звездными духами, со своей парой в первую очередь, да, если мы говорим о близнецах. Близнецы здесь тоже есть. И близнецы — это одно общее ядро. Это одно общее ядро, то есть это абсолютно идентичный световой код, разделенный как бы на две половины. Такие люди, они очень-очень похожи. Могут быть похожи физически. Хотя, опять-таки, от вот этой вот таблички
какого он, какого он цвета или какого он там, не знаю, в каких условиях он рос, это не имеет никакого значения. Люди могут быть похожи физически, то есть могут быть схожие черты, потому что один цветовой код, он дает соответствующие материи. У них одинаковые ценности, у них абсолютно идентичные интересы, да, то есть таким людям нравится одно и то же, я бы так сказала, да, осознанно или неосознанно, но им нравится одно и то же. И помимо близнецов есть еще родственные души. Здесь очень интересно, потому что насколько велика была задумка, насколько велик был замысел вот этого вот выравнивания первоначал и взаимодействия. Каждый человек сюда пришел для того, чтобы любить. Для того, чтобы любить безусловно. Я об этом тоже говорила. И быть счастливым. Опять-таки, дойдя до какого-то определенного уровня, здесь идет раскрытие. И понимая уровень, как бы, ну хотя бы подразумевая некий такой уровень, что один из близнецов может как бы осознаться, проснуться, да, не сгинуть в этой клоаке, а другой может пробудиться, и чтобы вот эту компенсировать, как бы вот этот вот разрыв, вот эту потерю, есть план Б, есть план С, АБВ, да, есть план В, есть план Г. То есть для этого заходили группами, и есть родственные души, то есть реализация и выравнивание вот этого, вот этих первоначал мужского и женского, и реализация быть в любви, быть счастливым по-человечески, да, то есть в материальном плане, как человек, есть вот эти родственные души. То есть даже если здесь есть сходство, также родственные души, они могут иметь какие-то общие ценности, они могут идти в одном направлении, им может нравиться одно и то же, но здесь больше срабатывает у таких это некая память, потому что те родственные души, те группами, которые заходили, это те духи, которые не одну жизнь, как бы не одно воплощение, они уже взаимодействовали и знакомы друг с другом. И вот это узнавание, оно тоже очень мощное, оно очень родное, оно очень близкое. Очень ценно понять, в чем сила, и как вообще взаимодействует мужское и женское первоначало. Для меня это было откровением, это было действительно открытием, и здесь ты понимаешь в такие моменты, насколько засрано вообще вот пространство, да, твоя система вот этим вот шаблонизмом непонятным, домостроем и всем остальным, что здесь процветало, что здесь навязывало. В чем сила? Сила в мужчине. Мужское первоначало, оно дает силу женскому первоначалу. Хотя по
я бы сказала, ну, сейчас я не буду в это углубляться, да, это может быть по ходу того, как я буду говорить, оно немножко проявится. Мужское первоначало, оно дает силу для раскрытия женского первоначала. И тогда женское первоначало, оно как солнце загорается, то есть оно настолько загорается от мужской силы, оно загорается и начинает сиять. Это сияние, оно дает обратную силу, то есть оно взаимодействует с мужским началом. И мужское начало, расширяясь, дает еще больший импульс женскому началу. То есть, опять-таки, это некое такое бесконечное взаимодействие, взаимообмен. Так вот, в чем самая интересная и удивительная сила мужского первоначала? Нежности. И, да, и нежность — это не наше умное восприятие, узколобное какое-то, нет. Это такая мощная сила, энергия, которая обволакивает. Она такая мягкая, она такая приятная, она ни в коем случае не ограничивающая. В ней основой, да, этой нежности является безусловная любовь, и в ней есть мощь и сила вот в этой нежности, в этой проявленной нежности мужского к женскому. И это не наматывание соплей на кулак, это не скуление, это не щенячьи глаза. Это нет, за этой мягкой и обволакивающей энергией вот этой нежности, всепоглощающей, можно сказать, да, нежности стоит просто такая мощная воля, сила. И я пыталась отследить, поскольку вроде как бы нежность — это женская черта, нет. Я много отслеживала. Женская, она есть у нее такая грань, как ласка и мягкость. Но вот этой вот самой нежности ее нет в женщине, то есть в женском первоначале. Но дело в том, что вот в этой нежности есть безусловная любовь, и которая принимает вообще все в целом, вообще вот все как есть. И это дает импульс к тому, чтобы загорелось солнце. Я не знаю, насколько это понятно, насколько передаваемы могут быть образы и невероятные ощущения человеческим, опять-таки, каким-то, можно сказать, труднопередаваемым такое человеческим языком. Но это полностью как бы перечеркивает и отвергает все те домострои, условности, которые каждый по-своему, кто кому что должен, кто кому что не должен, кто как может жить, кто как хочет жить. Здесь вопрос об истинном энергообмене вот этих первоначал. И точно такой же как бы обмен первоначал, он есть в каждом человеке. Но дело в том, что если мы берем женщину, у нее мужской ее как бы части, да, то есть в ее мужчине,
вот эта нежность, она тоже отсутствует. Она тоже отсутствует. Там есть воля, там есть безусловная любовь, но вот этой нежности нет. То есть это получается только извне. Да? Вот такое у меня наблюдение. Может быть, оно как-то изменится, но пока оно на такой стадии. И когда происходит взаимообмен, причем здесь очень интересно, интересно то наблюдение, что при человеческих взаимоотношениях, да, мужчины и женщины, в среднем мужчине достаточно, ну, где-то от общего как бы состояния женщины достаточно там 30%. Это в среднем, в зависимости от того, какая энергия, да. То есть, что это за энергия, что она в себе сгенерировала, какую энергию. Там может быть вообще ничего, как бы мужчине не идет, может быть, идет там 10%, там процентов 20, но не больше 30. И это правильный энергообмен. Так что когда я все там посвятила тебе, или я все посвятил тебе, или все там отдал, это, конечно, перекосы, это искажения, которые не соответствуют истинным, правильным, задуманным программам. И самое интересное, что этого достаточно. То есть там происходит некий такой, это не то, что ты там думаешь, сколько бы вот там этой энергии. Нет, она уходит автоматически. Да, она уходит автоматически в зависимости, опять-таки, от энергии, что это за энергия. Просто нужно позволять этому действовать естественным образом. И тогда это происходит автоматически, без надумывания, без препонов, без каких-то там, не знаю. Так работают энергии. И когда интересно еще, что женщину действительно нужно радовать. И давать ей то, что она желает, что она хочет. Но опять-таки здесь мы говорим о сбалансированных человеческих представителях, да, как мужчин, так и женщин. Потому что если женщина, она сама находится в раздрае, то здесь радуй, не радуй, это как, в общем-то, бездонная некая бочка. Ты туда можешь хоть что слить, хоть что туда-то закинуть, она как черная дыра, сожрет и спасибо не скажет. Точно так же, как и мужчина. То есть сейчас речь идет о сбалансированных людях, да, то есть самодостаточных, проработанных. Так вот, женщину нужно радовать. При этом здесь даже не важно, находитесь вы в отношениях или не в отношениях. Опять-таки здесь идет распределение вот этих энергий, оно идет обмен автоматически, как будто бы. Женщина, загораясь, вот это вот солнце, когда она получает желанное, да, то, что ей действительно хочется. Солнце загорается, и человеку, который вот импульсом, который являлся импульсом к зажжению этого солнца, ему уходит энергия. И каждый раз, когда, допустим, это какой-то, не знаю, подарок, который, ну, не еда, да, не еда, что-то съел, забыл.
допустим, это какой-то подарок. И каждый раз, когда женщина этим будет пользоваться, когда она будет этому радоваться, когда она будет искренне благодарить за то, что у нее это появилось, неважно, даже если она будет не мужчину благодарить, а просто она будет вообще пространство благодарить, прыгать, танцевать, петь, каждый раз человеку, который явился вот этим импульсом, будет уходить энергия. И это очень мощная энергия. Это та энергия, которая приумножает, расширяет во всех смыслах слова. Вот такое вот интересное наблюдение. Так что растите, взращивайте себя, свою структуру выстраивайте и раскрывайте свою безусловную любовь в себе. В себе, в первую очередь к себе, а дальше она пойдет расширяться. Вы запускаете процесс вот этот вот безусловной любви, принятия себя. И как бы человек не выглядел на здесь и сейчас, как бы становясь на путь вот этой вот безусловной любви к себе, вы запускаете мощный процесс. И в этом процессе нет ничего того, чтобы вы не смогли реализовать, и того, чего бы вы не смогли получить. Прийти к тому результату, который вы хотите, желаете, намечаете. Но дело в том, что на этом пути ваши желания, они могут меняться, потому что ваша осознанность, она повышается, ваше восприятие себя и окружающего пространства, она меняется. И в соответствии с этим меняются ваши приоритеты, ваши желания и, возможно, даже ваши намерения и конечные пути следования. То есть это такой очень многогранный, многоуровневый процесс. Я думаю, что я на сегодня все сказала, мои дорогие девочки и мальчики. Будут у вас вопросы, пожалуйста, пишите. С радостью на них отвечу. Поделитесь, если есть чем, если есть желание. Пока-пока.